Всем привет! Как я и обещал, живцов, которых мы наловили в прошлой серии, везем ставить на жерлицы. Но нам сейчас надо маленько тут, как говорится, по пробочкам по местным нашим городским немножко проехаться. А речка вот, знаете, так обидно. Едешь, а река вот буквально за деревьями. Ну, нам надо на тот берег попасть. Вот, место сдавать не буду, хотя я думаю, жители Новосибирска догадались. Вот это Юра, который будет сегодня с нами. Ты готов ловить щуку? Постоянно. Всегда готов? Конечно. Это просто надо приехать и ловить. Вот, ребят, Юра у нас в большей степени любитель на жерлице, да? Конечно, да. Ну, правильно. Жерлицы, живец. Это более-менее перспективная ловля. Ну, ничего, у нас там что получилось? 50 штук почти, да? Да, 53 штуки. Да, сейчас доедем, короче, 20 жерлиц бабахнем сразу и все. Короче, ребят, планируется интересная рыбалка, не переключайтесь. Ну что, друзья, товарищи, смотрите, река-то уже у нас почти вся вскрылась. Ну, по берегам, получается, еще лед стоит. На этом берегу, на том, а середка уже все открылась. Я думаю, это связано с тем, что вода у нас гуляет в этом году, то приходит, то уходит. Ну что, это, конечно, немного радует. Значит, скоро уже и по открытой воде порыбачим. Ну вот и красота, мы почти на берегу. Вот он наш великий стадион хоккейной легендарной команды «Сибирь». Да, Юра? Да. Что, тут все целое? 4 штуки. Расскажи, Юра, как так получилось, что мы вечером сюда выехали, а приехали утром? Ну, обстоятельства изменились. Обстоятельства. Потому что был вчера хоккейный матч. Мы не смогли припарковаться здесь. Да, хоккей нам помешал вчера начать рыбачить. Вся вот эта вот парковка была вообще занята, и пришлось ночевать дома. Поэтому мы приехали с утра. Зато выспались, правильно Юра говорит. Вот эта вся парковка, это все рыбаки. Вот. А двигаться нам надо будет вон туда. Там мы будем ставить наши жерлицы. Все прекрасно, до льда мы добрались. Один момент, что очень много промоин. Вот там, получается, шли вот участок промоина, вон там, где мы спускались. То есть, если кто-то сюда вдруг поедет, будьте осторожны. Ну и, собственно, пожалуйста, вот видите, река уже почти открытая. У дяди Юры все серьезно. У тебя как это называется? Мотобур? Это же Электробур. А, это даже электробур. Ага. Насколько лунок хватает для рожна? Ну, с одного аккумулятора где-то лунок 60, наверное, хватает. Нормально. Один момент немножко тяжеловат, в отличие от шуруповерта, да? Ну да, он какой-то редукторный. Что, посмотрим на толщину льда. Мне кажется, тут не сильно толстый будет. Вода вон рядом открытая. Лед, весенний, мокрый. Слушай, ну толщина ну, да. сантимов 40 точно, да? Есть? Толстый, да? То есть лед еще нормальный. У дяди Юры есть какой-то секретный способ насаживания живца. Расскажешь? Ну давайте попробуем. Так. Сейчас. Ты двойники, да, используешь? Да. Надо сначала чуть-чуть здесь подколоть. Так, подожди, возле головы получается одним крючком. Да, и вот где-то здесь. А, ты просто делаешь укол, получается? Да, там же пустота получается. А зачем этот укол? Ну, чтобы продеть поводок. И вот здесь она как бы там. Так, 2 укола. Да. Прокалываем. Блин, немножко заморочено. Но он так живет дольше, да? Он так, да, он дольше живет, получается. Слушайте, вот получается 2 отверстия. Делается, выводится поводок, и потом двойничок ставится, да? Да, вот его самое главное продеть сюда еще. Так, ну-ка и покажи, как это должно выглядеть теперь. Так, вот, ребят, смотрите. Вот через кожу. То есть минимально травмируется живец и дольше живет. Вот как-то так. Ага.
Всё. Все, давай. Так, у нас что с тобой 20 жерлиц, да? Да. Сейчас пока Юра будет, короче, жерлиц ставить, я пойду искать леща. А, смотрите, сколько рыбы в эхолот. Просто ужас. Глубина получается 7,5 метров. Вон, просто. Весь эхолот черный. Вот пытаюсь. Пока, конечно, без палатки я рыбачу. Надо хоть найти, где она клюет. Что-то сколько трясу без мотылка в этом месте. Пока поклевок не было. Это странно, блин. Рыбы просто тьма. Но я уже давно понял, что вот в этом месте надо даже найти скорее участок, где рыба не тьма, а где она, может быть, больше ходит по дну, ее не так много, где она больше питается. Почему-то есть такие участки, находишь рыбу, прям ужас. А брать она не берет. Надо, похоже. Мне кажется, надо туда чуть ближе идти к кромке. Ну, видите, палатка стоит прям возле кромки. Что-то они там нашли и сразу же ее поставили. Может быть, как раз там рыбы и поактивней. Ну, посмотрим. Здесь пока не получается ничего растрясти. Что удивляет, мягко говоря. Ну что, в принципе, как я и говорил, надо найти участок, где не косяк рыбы, ее тьма более-менее ходит по дну. Вот, в общем, побурив, много лунок, не знаю, штук 15, наверное. Маленько плечи отваливаются, но это того стоило. Потому что мне удалось таки поймать окуня, такого вот неплохого. Так что я пока жду Юру в палатке, пока он там жерлицы ставит. Вот, сделал 2 лунки. Поймал, кстати, на чертика. Там даже, если быть точнее, не просто на чертика, а тандем из чертиков. Вот в этом месте, ну, деды, местные рыбаки мне говорили, что на эту снасть ловится лучше. Ну, действительно, удалось одного выловить. Получается, вот видите, 1 чертик, 2 чертик, 3. Вот, 3 чертика. Ну, я видел, что рыбачки ставят по 10 штук, но я думаю, что это, друзья мои, перебор. Достаточно и 3 штук. Ух ты! Какая поклевка неожиданная. Еле-еле, слегка... Ух ты, блин. Ой-ой-ой. А рыба при этом нормальная сидит. Или окунь хороший, или лещ. Или может быть какой-нибудь судак, который тоже может на такую снасть взять. На чертика он часто у нас в городе берет. У меня леска 0,13. Звенит прям. Прям звенит леска. Что-то хорошее. Ух, еще бы в лунку залезла, но лунка на 130. Глубина, вон, видите, сколько уже вымотала. 9 метров. Ага. Нет, залез... Ух ты, елки-палки. Вот это да. Вы посмотрите, какой горбач. На нижнего чертика взял. Охренеть. Да, знаете, поклевок долго не было. Вот, пока я не насадил опарышей. Вот по одному опарышу каждому чертику. Только опустил, поиграл и тут же клюнул такой офигенный окунь. Во! Походу мы половим сегодня рыбу. У нас еще из интересного жерлицы, он Юра. До сих пор их расставляет. 20 штук. Ну, по закону можно на 2 человек 20 штук. Правда, у нас еще сегодня один товарищ приедет, мы будем втроем рыбачить. Планируем палатку большую с печкой поставить. Ну и попробовать ночью тоже половить. Здесь глубина хорошая, 9 метров. Опа. Ай-яй-яй-яй, слушайте, еле-еле опять заметная поклевка. Ее просто, я не знаю, даже, наверное, не видно. Так вот, тюк, слегка. Блин, опять что-то нормальное. Вот это попадос. Ну, в смысле, попадос в хорошем смысле, что попал на рыбу. Офигеть. А по утру-то вообще не клевало. Только сейчас начало брать. Интересно. Как говорится, девки пляшут по 4 штуки в ряд. И опять окунь. Да какой? Да, не такой, конечно, как предыдущий. Но слушайте, для черты города вот это прям вообще приятно. Да?
Такая рыбалка мне нравится. И клюнул на чертика, получается, на самого-самого верхнего. Вот так вот. Ну, красота. Опа, на какую игру активную. Так, а это что-то интересное. Взяло высоко, я подмотал. Метра, наверное, 2. Ну, 1,5 точно. Вряд ли это окунь. Мне кажется, это подлещик долгожданный. Да, смотрите какой. Тут уже не подлещик, это уже практически лещ. Да, подзаставили у меня так вещами палатку, потому что Юра пошел встречать Андрея, товарища, с огромной большой палаткой. Сейчас будем ставить печку. Но пока я их жду, еще порыбачу. Вот. А улов, тем не менее. Вот, смотрите, подлещики расклевались. Я, конечно, все не снимал. И, кстати говоря, удобно так, ведро. Ставишь ведро, туда рыбу закидываешь. Вообще прям огонь. Вот знаете, интересно, вроде бы уже совсем не глухозимие, а рыба клюет очень аккуратно. Ну, поклевка вот эта прошлая, мне кажется, ее даже не видно будет. Просто, там, не знаю, на полмиллиметра, наверное, кивок слегка поддавливает. Интересное поведение рыбы, хотя в эхолот ее показывают, ну, прям очень-очень много. Посмотрим, что у нас ночью будет, кстати. Попробую тоже сегодня, ну, не знаю, леща повыжидать ночного. Кто его знает, может, будет клевать. Опа! Ай-яй-яй-яй-яй, какая красота! Как классно, слушайте, ну расклевалась. Как-то начало было такое себе, сейчас прям пошло дело. Прям, можно сказать, поперла рыбалка. Один момент, куда окуни делись. Какой подлец. Красавчик, подлещик. Слушайте, ну крупный. Здесь подлещик крупнее, чем на предыдущих местах, да? Ну и сейчас я, кстати, стал без опарыша ловить. Я поначалу подсаживал по одному. Сейчас без них. И клюет прекрасно. Ну, поклевки, правда, в основном, знаете, когда вот туда вот выше уже крыши палатки начинаешь поднимать. Пробовал подматывать метр, нет, не клюет. Когда мормышка у дна, но ты при этом вот высоко поднимаешь, происходит поклевка. Вот смотрите, что творит. Дело к вечеру, сейчас, наверное, расклюется. Было какое-то затишье небольшое. Вот опять начало брать. Приятно, приятно, друзья мои. Мне кажется, вот это должен быть окунь, потому что клюнул у дна. Ну, блин. Маленький застревает. Много чертиков тогда. Это, конечно, с одной стороны минус. О, видите, что у него происходит? Пузырь из него вылез. Офигеть. Но это вот из-за того, что глубина. Глубинный окунь, короче. Опа, опять еле заметная поклевка. Да, и опять, слушайте, что-то нормальное. Но на окуня не похоже. На окуня по сопротивлению вообще не похоже. А, ну понятно, потому что... Ух ты, какой хороший-то, а! Смотрите на него. Хороший какой. Подлец. На верхнего, получается, чертика взял. Ну, красавчик вообще. Добрый такой. Он опять под потолком прям. Офигеть. Да, однако, как же высоко стала брать рыба. Все поклевки, ну, наверное, да, в 1,5 метра, потому что под палаткой они происходят. И по ощущениям что-то хорошее. Может быть, 2 рыбы взяло. Блин, все-таки 3 мормышки стоит. Или хороший лещ, или окунь. Ну, крупная что-то идет. А, он просто подбородком взялся. Плавничком. Но все равно. Такой грамм на 300 подлещик. Добротный. Вот она. И снова высоко, но прям под палаткой. Я не знаю, будет ли в камеру эту поклевку вообще видно. Но я ее вижу глазами, ее видно. Она, да, если честно, еле-еле заметная. Если опыта рыбалки нету, можно ее вообще не увидеть и не понять, что это рыба. Но это рыба, просто она так берет сегодня, ребят. Просто она так клюет.
О, тут хороший. Вот это прям хороший. Вон какой, смотрите. О, какой парень. Грамм 600, 700 даже может быть. Да, однако, высоко берет. Слушайте, подцепил мормыша. По одному мормышу, одной кормушкой закормил. Но в надежде на вечерний крупняк. И такое ощущение, что это он. Ой, как давит. Неужели это ясь? Рыба моей мечты. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дядя Юра, открой палатку, посмотри. Дядя Юра жарит шашлык. Грамм 500, да, наверное? Ну, вот так вот. А вы там шашлыки жарите, а тут... У него он этот вылез аж изо рта. Язык, что ли? Ну, этот пузырь. Ничего. Ой, мормыша он поел, кстати, офигеть. Это значит, то, что ты его с дна... 9 метров, Андрей? 9 метров тут, ага. Это же рецепт, расскажи. Да какой рецепт вчера на скорую руку? Мясо хорошего уже хрен не нашел. А какой рецепт? Какой? Лук да приправа для этого, для шашлыка. Ничего, больше... Пахнет аппетитно, на самом деле. Не, может какой-то тайный рецепт? Нет? Ничего такого? Никакого уксуса. Никакой тайны нету? Нет. Какой деревенский тайный рецепт? Деревенский тайный рецепт. Лишь бы не какой этой, как ее там, Высоцкая. У нее там все сгорает. Тут тоже жира много, он жир подгорает. А это свинина, да? Да, свинина. Ой, вообще грудинка. красота. Андрей, расскажи, а почему мы не будем в большой палатке сегодня? Потому что далековато ее тащить. Далеко идти. Короче, Да, перекрыли все нам, жителям простым, все тропы нормальные. И теперь мы в Сибири арены будем добираться. Вот. и мы будем ночевать сегодня в твоей машине, да? Да, будем ночевать в машине Ну, под печкой. Ничего, не И страшно. Будем смотреть И будем смотреть бокс сегодня ночью трансляцию, будет. да, спортивную. У вас прямо телевизор или на телефоне? На телефоне будем смотреть. Так, у нас тут интересно. Смотала? Да ты чё? У нас две жерлицы сработали, друзья. Так. Юр, ну вытаскивай вот эту. Так, и кто там? Интрига. Чё, прям всю вымотала? Нет, чуть-чуть. Ты шнур, что ли, ставишь? Да. Давай, Юра, все за тебя болеют. Юра. Кто тут на жерлице в городе может клевать? Ну, понятно, что это щука или судак. А с живцом что? Покоцанный, да? Покоцанный, да. Видимо, щука. А может, судак? Скорее всего, судак хватает. Да, судачок, он как бы щука-то. Может, не крупный был. Да, Сидит 100%? Да ты чё? Да что ж ты медлишь, Юра? Лишь бы она леску не еще и оторвала. леска. Нет, 0,6 мне стоит. Сидит, да? Слушайте, ребята, интрига. Городская щука или судак на жерлице. Или на лим, кстати, тоже может быть, да? Ну возможно, да. Что, есть? Пока не тянет. Но она смотала, все, сейчас посмотрим. А сколько у тебя вообще лески? Метров 25 мотает? 20 метров. Ну и кто ж там у нас? Блин, никогда здесь на жерлице вообще никто не рыбачил в этом месте. Вот. Мы первооткрыватели с дядей Юрой. И дядя Юра сейчас сделает что-то невероятное. Багорика нет под рукой? Да, есть. Но он не под рукой. Тихо. О! Судачок. Не, щука. Аккуратно. Щука. Покажи ее на камеру. Подожди, я возьму.
Да, ее родненькую. Щучка. Килограмма на 2 такая, наверное, да? Ну, Полтора. полторашка. Ну что, Юра, поздравлям, бо. Спасибо. Смотри, в пиявках, смотри, пиявки. Ага, вон, Она, ребята, походу, видите? неактивная вообще. О, охренеть. Да. Походу, стоит Слушай, вообще. ну класс. Ну, глухозимый. Щурочка. Не зря я живца ловил в прошлой Ну серии. да, по-любому. Слушайте, друзья, ну прикольно, да, сегодня, во-первых, мы окуня половили, и подлещик ловился на мормышку, и тут еще вот бонусом на жерлице щука. Ну, правда, конечно, такой результат. Из 20 жерлиц всего 2 поклевки и 1 щука. Пока не сильно большой, скажем так, результат не супер-пупер, но нас ждет еще завтрашний день. Может быть, еще ночью сходим, разочек один проверим. Жерлицы, знаете, самое главное, чтобы палатку, которая вон там стоит, мы все-таки рыбачим в черте города. Ну, решили, естественно, оставить палатку с частью вещей на льду. Ну, вот, ночевать пойдем сейчас в машину мы с Юрой. Ну, ночью все-таки, может быть, разок сходим, проверим. Если будем проверять, то, естественно, все это на камеру покажем. Если нет, то уже утром посмотрим, что у нас на наших жерлицах сидит. Но я думаю, с учетом того, что их 20 штук, вот, хоть что-то-то по-любому сядет. И в любом случае результат вот. Щука есть, не надо никуда далеко ездить. Все, в черте города рыба ловится. И в очередной раз хочется отметить, как же красив вечерний Новосибирск. Вот, правый берег. Там вовсю тусовка идет, музыка кричит. Колесо чертово крутится. Машины ездят, короче, жизнь идет. Мы здесь рыбачим, а народ там тусуется. Ну и, к сожалению, весь вот этот лед скоро смоет. Потому что, видите, середина реки уже открытая, все. Я думаю, еще неделька-другая, и все, тут уже не порыбачишь совсем. Что нам принесет сегодняшнее утро, интересно? Ну, по крайней мере, оно уже принесло легкий морозец. Сколько? Ты смотрел, сколько градусов? Минус 12. Сегодня минус 12. Вчера было тепло, но как-то пасмурно. Сегодня... Да, сегодня солнечный день. И зная как бы повадки, например, окуня, на мормышку он должен ловиться лучше сегодня. Вот. Ну а сейчас мы посмотрим жерлицы, может быть, есть сработки. Если есть сработки, то будем вытаскивать. Потом уже на мормышку рыбачить. Народу не так, да, много? Да, поменьше сегодня. Ну, может, еще подъеду. Вчера ловилось хорошо. Шлак был прям. Ну, вчера ловилось, я, кстати, так понял по разговорам местных, ну, кто рыбачит, что они что-то особо-то и не ловили. Только вот мужики возле нас сидели. Да, вот наш и так только ловился. Да, потому что кто вот здесь сидел в начале, вот здесь, вот тут вот под берегом, они ничего не ловили. А мы рыбу нашли. Слушайте, походу экшен с самого утра, короче, 4 сработки я насчитал, вот здесь, возле кромки, вот, в одном пятаке, здесь вот 3, и вот там 4-я, вон флажок горит, ну и вдалеке, по-моему, еще вон там несколько флажков. Короче, мы сейчас что-то можем вытащить, главное, чтобы не сильно замерзло. Короче, тут щучья тропа, что ли? Вот как Юра вчера и сказал, да, про это? Не, не надо, не застыло, да? Не, повезло. Черпаком можно проверить. Нормально, не Сидит что-то, да? Да. Вымотана полностью леска. Ребята, интрига, интрига. Давай, дядя Юра, большую щуку на 10-ку. Может, судак? Может быть. По идее, это ночью, блин, должен судак брать. Хотя она могла и утром. Видать. Так. О-о-о-о. Багор надо? Багор. Подожди. Что-то хорошее, да? Да, судачок. О, нихуя. Нифига себе. Извините, я почти сматерился. Подожди, да я его скажу. Подержи его за хвост. Ну, за вот этот. О. О, ребят. На фоне Юры. Я потом тебе фотку могу сделать. Давай. Ты улыбнись.
Тоже смотри, неактивный, это пиявка. Тоже с этой стороны. пиявка, Вот, да? Посмотри. Переверни. Вот она. А, ну, пиявка. Походу неактивная. Ребята, ну охренеть, в черте города, блин. Ну. Судаки такие, в черте города. Ай-яй-яй. Ну что, друзья, товарищи, вот и моя. Настала пора проверить жерлицы. Еще одна вымотанная, соседняя. Блин, классно. Рыба есть. Что примечательное, вроде был и мороз, но Юра хорошо постарался, присыпал лунки. И они, в принципе, не замерзли у нас. Так, интрига. Ну, вымотана полностью. Значит, кто-то есть. 100 пудов. Даже 200. Есть что-то. Ага. Что-то хорошее. Да ты что, О-о-о. багор надо? Не знаю. Может и надо, что-то охрененное. Ну прям сразу давануло. Тяжелая рыба. Хорошо, что ты леску сюда толстую ставишь. Ну 0,6 здесь. Ну, даже если не однерка, толстая. Ну, что тут? А, нет. Показалось, что крупный. Ну, Вот, только судачок, да? тем не менее, ну. Такой. В отличие от того, не крупный, конечно, но все равно приятно. Ну, видите? да. Ну, этот, проходной. Ну. Судака на жерлице-то прикольно половить, да? Ну. Так, а здесь у нас не до конца домотанная, но при этом сработанная. Мы с Юрой договорились, что по очереди вытаскиваем. Честное распределение труда. Я же сал ловил, день потратил. Юра вчера почти весь день на расстановку потратил. Есть, да? Судя по всему, да. Судя по довольному Юриному лицу. Ну это все в Сузун ездят, да? У нас рыба, блин, в городе ловится. Такой небольшой. Ну, тихо. Не прыгай. Это как бы так тебе сказать, стандарт, наверное. Килошечка, ага. Ну, это в основном у нас такие ловят стандартики. Хороший, что? Дючок. Ну, как бы, да, более-менее результат. 4 сработки уже мы увидели. Более-менее. 4 сработки, 3 рыбы. И он как минимум еще один флажок, я вижу, горит возле нашей палатки. Вон там мужики тоже пришли туда. Рыбачить место там классно. А, по-моему, 2. Вон, по-моему, еще один флажок горит. Вдалеке. О, полностью почти. А, ну не полностью. Почти смотанная. Ну давай, Юра. Не совершай моих ошибок. Я просто щуку или собака. Ну как щука? Не просек. Ну, видите, друзья мои, нет такого большого опыта рыбалки на жерлице. У нас почему-то в Новосибирской области, в городе, как-то редко кто-нибудь рыбачит. Есть, да? Вот так вот надо секать, если кто-то не знал. Я это знал, но почему-то на прошлой лунке Что мелко. забыл. Мелкий? Может, окунь, кстати. А, возможно. Ну. А может, тебе кажется, что нет? Опа. Не, нормально, что ли? Зачем? Нет, нормально. И такое бывает, да? Ну, это, наверное, граница зачета, грамм. Да, это где-то 100. сантиметров 40, наверное. Ну, где-то 37-40. Ну. Ну, ладно. Пойдет. Ну. Ну, в палатке все у нас прекрасно. Мы переживали, что ночью кто-то мог, не знаю, или забрать, или порезать. Всякое бывает. Лунки даже не застыли. То есть мороз был, но кубик не пропускает сильно холод. Это вот вчерашний улов. Я вам вчера не показал, сколько я поймал. Ну, представляете, сколько рыбы получил. При этом еще пулеметного клёва-то не было. Такие в окуни попадались. Вот такие вот. Ну посмотрим, что будет сегодня, блин. О, кстати, вот Леня хороший, под Леня. Короче, день ожидается интересный. Вот с чего должно настоящее рыбацкое утро начинаться. По идее, надо было сначала как раз таки приготовить, да, Юрка, а потом уже идти проверять его. Немножко мы как-то это... Ну, зато уже эффективность есть. Что мы будем с тобой делать? Яйца с луком. Да, с лучком пожарим. Короче, яичница с утра. Ой, красота. Немного лука режешь? Нормально. Нормально? Много, не мало. Согласен. Короче, сделали вот так, пока еще не рыбачим, на ведро. Поставили от мангала. Зажгли плитку. У тебя какой-то набор, да, такой компактный? Да, все.
Компактный набор. Тут что у тебя, сковородка получается, чайник, да? Да. Вот он, чайник. Все компактно, короче. Сейчас еще порежем. О, вообще красота. Давай, Юра, расскажи хитрость своего рецепта. Хитрость. Хитрость, яички ножом разбиваются, да? Вот и вся хитрость. Мгм. А соль ты брал, кстати? Соль, перец, сейчас, конечно. О, сейчас еще будет. Это еще не все, да? По-любому, конечно. Вот помидорку не взял, не было в магазине. Можно было еще с помидоркой. И чесночок еще не Ну да. помешал бы. О, красота какая. Я с утра есть не хотел, но смотря на это сейчас, я сразу захотел. Это нормально, да, Юр? Конечно. Как говорят, аппетит приходит во время еды. Да. А, какой запах. Жалко, что через камеру не передается. Хотя, наверное, вы все, дорогие зрители, яичницу ели не раз, правильно? Ну, просто одно дело, это есть дома, а другое на рыбалке. Даже На природе. Это вообще вдвойне вкуснее. вдвойне вкуснее. Даже привычная еда становится вдвойне Конечно, вкуснее. да. Ну что, утро началось неплохо. Вот смотрите, пока мы ели, я параллельно безмотылил, 2 окуней удалось поймать. Я сегодня провел работу над ошибками, потому что, помните, да, вчера у меня был кило короткий, а рыба потом расклевалась на такую наплаванную игру. Вот, и с длинным кивком, конечно, плавную игру задавать лучше. У меня получается, ну, сантиметров такой, где-то 17 кивок. Прям длинный-длинный. Что интересно, пока подлещиковских поклевок не было, вот 2 окуня поймал, было еще 2 окуневые поклевки. И окунь берет-то тоже на такую наплавную игру. По сути, на подлещиковскую. Надо попробовать подмормышить. Мне вчера маленько по полкормушки так периодически в лунку опускал, и это давало плоды свои. Вот. Тут течение нормально, поэтому надо на дно прям опускать. Но глубина, напоминаю, 9 метров в точке. Там такая настоящая зимовальная яма. Вообще в таких условиях, конечно, надо, наверное, с какой-то глиной или с песком мормыша пробовать смешивать, ну, чтобы его не сносило. Но сегодня, к сожалению, я на такие эксперименты не готов. В следующий раз, наверное, попробуем. Да, слушайте, это есть подозрение, если честно, на подлещик, потому что взял высоко. Наверное, в метре, а то и в 1,5. Хотя не факт, мог и окунь догнать. Правда же? Сейчас узнаем, кто там. Нет, это не подлещик. Это окунь очередной. Ой, какой красивый, да? Вот сейчас я стал ловить на чертика с подсадкой мормыша. Почему-то на пустые чертики нету поклевок. Вот по одному мормышу цепляю, потихонечку поклевывает. Ну, пулеметного, конечно, нету, сейчас хапка какого-то супер клево. Но, тем не менее, нет-нет, да возьмет крупничок. На эту снасть, кстати, вообще не редкость поимки судака. Он сегодня есть, он себя проявил на жерлице. Если получится на чертика поймать, будет вообще, конечно, что-то с чем-то. Но я ловил, такое случается. Опа, еще. Похоже, закорм мормышовый свои плоды дал. Вот что-то покрупнее, похоже, идет. Ну, это 100 окунь, потому что ну, у дна вряд ли подлещик здесь будет брать. Он обычно выше клюет. Пробовал, я выше сегодня подматывал. Пока нету подлещиков. Потому что они просто не клюют. Они есть, наверное, но брать не хотят. Ну, как говорится, и ладно. Я окуням очень даже не против. Ну, такой. Не супер большой, ну, грамм на 150, наверное. Для черты города вполне себе. О, поклевка настоящая. Настоящие удочки. Это прям неожиданно, мягко говоря.
Стояла, стояла, и вдруг кивок загибает. Что я здесь поставил? О, поставил. Остался я без мормышки, друзья, оторвало. Да, ё-моё, что-то хорошее было. Короче, поставил мормышей на большой мормышке, штук, наверное, 10. И поклевка. Возможно, это был лещ. Ну, привязываем мормышку и продолжаем, что называется, наблюдение. Интересно, кто это был. Вот, а вот это уже, мне кажется, все-таки подлещик. Есть подозрение на него. Ту удочку, которую оторвал, я туда поставил еще вот такую вот блямбу. Мормышку, не знаю, грамма 2, наверное, с очень большим крючком. Мормышей штук 10, туда и выше крючок. Ну пусть она стоит на стояк. Мы тут будем на игру полавливать. Ух ты, нет, слушай. И при этом-то взялся достаточно высоко он. Я подмотал 1,5 метра. Да, короче, окунь активировался. О, как высоко-то. И опять еле-еле заметная поклевка. Ух ты, ёлки ты палки. Вот это, возможно, какой-нибудь судак взялся. Просто давление сразу, хотя поклевка была еле-еле. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо, что леска у меня толстая. Не знаю, наверное, 0,13 или 0,14 у меня здесь прям. Я даже не проверял, но канат канадский. Я в этом году зимой на такой даже не ловил ни разу. Слушайте, ну что-то бодрое. Блин, будет прикольно, если судак. Нет, это окуняра. О, какой. Да, друзья, какие нафиг судаки, когда такие окуни клюют на чертиков. Вот это удовольствие. Вот это рыбалка сегодня. Просто огонь. Ну, из интересного сейчас стало ловиться лучше на просто чертиков. То есть я ничего не подсаживаю, ни опарыша, ни мормыша. И опять поклевки у дна возобновились. Пробовал выше, одного подлещика вытряс. Уж на камеру это не стал снимать. Но тем не менее, что-то вот, ну, у меня сегодня его не получается ловить. Да и ладно. Окуней гораздо приятнее. Хотя если хорошего леща завалить, который тут есть, и не один, это было бы, конечно, шикарно. Что-то не получается у меня большого леща этой зимой поймать. Да и, по правде говоря, летом по открытой воде тоже прям таких трофеев не было. Что-то рыба измельчала у нас. Куда делись крупные лещи, ези большие. В основном лещики такие до килошки клюют. А раньше, давным-давно, у нас ловился хороший лещ. Я в детстве ловил. Вообще меньше 2 килограмм даже не брал. Опа. Дядя Юра, не снеси мне палатку. У меня тут, блин, какой-то кит клюнул, прикинь. Да ты чё? Тащи подсак. А я... Или багор. Багор, ага. Не, ну сейчас что-то это, может и пригодится. Чё, на стреме? Да, я думаю, вытащу. Если это не лещ большой. Сейчас, короче, прикинь, поставил с 0,10 леской с потоньше. А, нет, окунь стандартный. Чертика поставил одного. И стало ловиться лучше. Вот. С маленьким получается. Даже не чертиком, а чертик с обломанным крючком. О, опять на стоячку. На пучок мормыша. Вон, видите, загинает. Поклевка такая нежная-нежная. Ух ты, рыба, походу, совсем не нежная. Неужели лещ? Хотя, блин, у окуня первые рывки очень сильные. Блин, ну кайф какой, а. Клюет. Не сказать, что пулеметный клев, но рыба-то есть. Поклевывает. Зато размер какой уж. Лучше, блин, крупняк, но редко, чем мелочь, блин, постоянно, да? О, какой. Ни хрена себе, блин. Ну, какой бодрый окуняра. Грамм 300 как минимум будет. Вот мормышка, смотрите, размер. Кстати, свинцовая, черная получается, с каплей. Самодельная ручная работа. Ну, красивый окунек, красавчик.
Вот такая вот жесть на этой снасти стоит. Штук 8 мормышей, наверное. Вообще это все делается с ориентиром, конечно, на леща. Но клюет окунь, что, конечно, очень сильно радует. Что-то, походу, подлещик разактивировался, подмотал 1,5 метра, начались поклевки. Что, ну, по классике, да, на такую игру, качая кивок, поклевки еле заметные, что тоже по классике, почему-то для этого места. Вон, видите, что делает, не знаю, мне кажется, ни одной поклевки в камеру будет не видно, просто еле-еле берет. Наберет, и это главное. Подлещик вот только ближе к вечеру начал брать. Да, подлещик же, ага. Ну, этих парней я в этом году, конечно, наловился вдоволь. Но здесь они такие больше, чем на тех местах, где я обычно рыбачу. Мне, если честно, складывается впечатление, что кивок можно использовать еще длиннее. Я не знаю, ну сантиметров, наверное, 15 он точно есть. Можно прям 25, наверное, даже 30 делать, чтобы, ну, вот эту вот плавную игру, привлекательную для подлещика, лучше создавать, скажем так. А поклевки подлещика сегодня — это, по сути, просто сбой в игре. Вот играешь, что-то происходит не то, значит клюет. Вот примерно вот так. О, что-то как будто бы на окуня похоже. Неужели он высоко поднялся? Хотя, знаете, пока не вытащишь, не поймешь. Уже время ближе к весне. Сейчас, блин, подлещик может как окунь сопротивляться. Он поддавливает как. Не этот подлещик. Да смотрите, какой добряк. Хороший. Кстати, в основном они на нижнего чертика берут, на самого крупного. Да, знаете, честно говоря, давно я не ловил вот так вот, скажем так, классического подлещика и леща. Обычно все рыбалки у меня последние — это ловля на стояк. А он вообще как раз таки должен ловиться вот на такую плавную игру, на покачивание. Вот так. Да, под вечер опять. Вчера та же самая история была. С утра клевала хуже. Ну, по крайней мере, мирная рыба, я имею в виду, подлещика. Сегодня то же самое. Ох ты, да, нормальный какой. А сейчас на верхнего взял чертика. Приятные, да, парни сегодня клюют? Парни или девчули? Пол нам неизвестен, но рыбалка шикарная. Да, ну и, кстати, я сегодня не показывал, как выглядит моя хитрая снасть. Ну и, собственно, чертики, на которые я ловлю. Вот, смотрите внимательно. Вот такие вот столбика чертики, скажем так, с кембриком желтым. Вот, то есть сначала снизу мы привязываем чертика. Вот хитрая снасть в чем. Потом дальше у нас по леске через 20, где-то 25 сантиметров идет второй. И еще выше третий чертик. Привязывается он просто вот такой вот обычной, самой простой петелькой. О, вот это было прям видно. Первая поклевка, наверное, которую удалось запечатлеть. Скорее всего, лещ, потому что высоко взял. Я подмотал 1,5 метра, даже 2, наверное. Мне кажется, что это хорошее. Может быть, ясь. Удивлен, что сегодня ни одного мы ни сегодня, ни вчера язя не увидели. Может быть, еще не вечер. Должны они тут быть. О, ну, это привычный друг окунь. Привычный друг, да какой. Какой шикарный привычный друг.
Ну что, дорогие зрители, будем закругляться, мы завершать рыбалку. Ну, если честно, как я считаю, получилось вот, особенно с учетом того, что мы рыбачили в черте города, почти возле дома. Классное место, но, к сожалению, скоро она уже растает, потому что река открылась и очень много промоин. Так что, если кто сюда поедет, будьте, пожалуйста, очень-очень осторожны. Мне кажется, ну, неделя, может быть, полторы сюда еще заходить можно. А что касается нашего улова, ну, я не знаю, сколько здесь по весу. Честно говоря, не взвешивал, но разнообразие просто шикарное. И судаки были на жерлице, и щуку вчера одну бабахнули, и окуни, и подлещики попадались. Единственное, чего не было, это крупного леща, что хотелось поймать, и плотвы, на удивление. Непонятно, куда она делась. Ну, факт остается фактом. Ловился окунь, подлещик, ну и судак на жерлице. Я всем желаю ни хвоста, ни чешуи, классных рыбалок, больших трофеев. Кто не подписан на канал, пожалуйста, подписывайтесь. Не забывайте оставлять комментарии, ставить лайки. Для нас это очень важно. Всем пока! Thank you.